Сейчас будет краткий пересказ фильма «Олдбой». Приятного вам просмотра. В 1993 году исполнительный директор по рекламе алкогольных напитков Джозеф Досси напивается после потери крупного заказа. Прежде чем потерять сознание, он видит женщину с желтым зонтиком. Проснувшись, он обнаруживает, что заперт в комнате, похожей на гостиничный номер. Его невидимые тюремщики обеспечивают его едой, водкой и предметами личной гигиены, но не объясняют, почему он находится в заточении. Джозеф видит в новостях сообщение о том, что его бывшая жена была убита и что он является главным подозреваемым, а их дочь Мия была удочерена через систему соцобеспечения. В течение следующих 20 лет Дюссе бросает пить и приходит в форму, намереваясь сбежать из заточения и отомстить. Попутно он составляет список тех, кто, возможно, хотел посадить его в тюрьму, и пишет письма, чтобы потом передать их Мии. Однажды он видит телевизионное интервью с Мией, который говорит, что простит своего отца, если он когда-нибудь увидит его. Вскоре после этого Джозефа усыпляют газом и отпускают посреди поля с мобильным телефоном и небольшой сумкой денег в кармане. Он замечает женщину с желтым зонтиком и бросается в погоню, но теряет ее, при этом встречая медсестру Мари, которая предлагает ему свою помощь. Дюссе отказывается от помощи, но берет ее визитную карточку. После Джозеф идет в бар своего друга Чаки и объясняет, что произошло. Находясь там, Дюссе получает звонок по мобильному телефону от человека, называющего себя незнакомцем, который издевается над ним. Джозеф тратит много усилий, чтобы определить, является ли кто-нибудь из мужчин в его списке тем самым незнакомцем, но все безуспешно. После Дюссе падает в обморок от обезвоживания, и Чаки зовет Мари на помощь. Пока он выздоравливает, Мари, прочитав письма Джозефа к Мии, проникается к нему и предлагает дальнейшую помощь. Она помогает ему определить китайский ресторан, который снабжал его едой, пока он был в тюрьме. Позже Джозеф следует за доставщиком из ресторана на склад, который оказывается нелегальной тюрьмой для самых разных людей. Он убивает нескольких охранников, пытает владельца тюрьмы Чейни, и тот признается, что незнакомец организовал как пленение Джозефа, так и его недавнее освобождение. Вернувшись в бар Чаки, Дюссе застает там незнакомца женщины с желтым зонтиком, которая оказывается его телохранителем. Незнакомец говорит, что они похитили Мию, но если Дюссе сможет за 46 часов определить его личность и понять, почему держал Джозефа в плену в течение 20 лет, он освободит Мию, даст Джозефу $20 миллионов бриллиантами и доказательства его невиновности в убийстве бывшей жены, и сам покончит с собой. Незнакомец также сообщает Джозефу о том, что Чейни и его люди хотят отомстить, напав на Мари. Джозеф мчится к ней домой и попадает в плен к Чейни. Тот собирается его пытать, но незнакомец звонит Чейни и предлагает деньги за освобождение Джозефа и Мари. После Джозеф прячет Мари в отеле, и они занимаются любовью, не подозревая, что незнакомец наблюдает за ними через скрытые камеры. Используя приложение для распознавания музыки, Мари определяет, что мелодия звонка незнакомца – это гимн бывшей академии Эверджин, в которой ходит Джозеф. Посетив директора, Джозеф пролистывает фотоальбом и узнает в незнакомце студента Эдриана Прайса. После Чаки ищет это имя в интернете и приходит к выводу, что дело в сестре Эдриане Аманда. В голосовом сообщении Джозефу он называет Аманду грубым словом, и тогда Эдриан, который перехватил сообщение, приезжает в бар и душит его проволокой от пианино. Этой ночью Джозеф и Мари проникают в здание академии и просматривают архивы. Джозеф вспоминает, как случайно увидел Аманду, занимавшейся любовью со взрослым мужчиной, и рассказал об этом одноклассникам. Отец Эдрианы и Аманды, Артур Прайс, как выяснилось, ругался над своими детьми. После событий в школе семья переехала в Люксембург, где Артур позже застрелил обоих, также жену, и покончил с собой. Однако Эдриан выжил. Эдриан полагал, что их отношения в семье были выражением любви, и винит в разрушении своей семьи Джозефа, раскрывшего их тайну. После Джозеф идет в пентхаус Эдриана, убивает его охранницу и правильно отвечает на вопрос о личности незнакомца и причинах заточения. Эдриан передает ему бриллианты и улики и сопровождает его туда, где должна находиться Мия. Эдриан показывает, что интервью с Мией было не настоящим, и эта девушка была наемной актрисой. Родной дочерью Джозефа на самом деле является Мари. Эдриан объясняет Джозефу, что этим он хотел сказать ему, каково это – потерять все, и после этого кончает свою жизнь. В финале фильма Джозеф пишет Мари письмо, в котором говорит, что они больше никогда не увидятся, и оставляет ей большую часть бриллиантов. Остальные бриллианты он использует, чтобы заплатить Чейни за возвращение обратно в тюрьму. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк,
Напишите свои мысли в комментарии, а также подпишитесь на мой канал. Посмотрите обязательно эти видео, и я желаю вам хорошего дня.